Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 26 апреля, пятница. Сегодня у нас много вопросов, поэтому приступим. Решил начать с вопроса, который мне в последнее время задают чаще остальных. И вот буквально перед тем, как я сел записывать это видео, пришел откуда-то из-за границы на английском языке. Уже там интересуется этим делом. Перевожу. Привет, Юрий. Надеюсь, все хорошо. Было бы здорово, если бы вы раскрыли реальную ситуацию с офицером разведки Романом Червинским. Почему нынешние украинские чиновники считают его предателем? Пожалуйста, разъясните. Разъясняю. Роман Червинский, по моему глубокому убеждению, это герой Украины. Но вот таких людях, как Червинский, держится страна. Она до сих пор жива, сопротивляется, и она победит Мордор. Преследуют его враги Украины, некоторые из них прямые агенты врага. Корни этого дела уходят в так называемый Вагнергейт. Вы, наверное, помните это дело накануне еще широкомасштабной российской агрессии в Украину, когда украинская разведка совместно с западными спецслужбами, в частности американскими, задумала и подготовила широкомасштабную операцию против Мордора. Ну, в общем, кому интересно, прочитайте. Я думаю, что большинство знают. Результат операции провалилась в результате предательства. Предательство со стороны людей, которые находились в кабинете, где руководство тогдашнее ГУР докладывала перед началом операции о том, что собираются они сделать, просила санкции. Ну и после этого было предательство, в ходе которого россияне узнали о подготовке этой операции. Она была сорвана. После этого я был в контакте с людьми, которые вместе с Романом Червинским, а он участвовал, один из видных участников, ему отводилась важная роль был этой операции. И, значит, против всех них были затеяны, во-первых, их всех уволили из ГУР, что было уже, это было начало разгрома ГУР. Буквально накануне широкомасштабного вторжения России. То есть это само по себе было уже преступление. Но можно не санкционировать операцию, можно ее отменить. Но так вот взять и уволить всех, а там были задействованы лучшие офицеры ГУР в этот момент, взять и обезглавить ГУР, это было целенаправленное преступление, это акт был целенаправленный представителей влады. Ну, кого подозревали, вы, наверное, знаете, там целый перечень. Я считаю, что главным в этой команде был Ермак. После этого мало того, что их уволили, против них затеяли еще уголовные дела. Я имею в виду офицеров, которые участвовали в этой операции. Нужно сказать, что в ходе подготовки этой операции украинские разведчики вскрыли и получили большое количество информации о личном составе Главного управления Генштаба российских вооруженных сил, ГРУ, ну и бойцов Вагнера. И все это было задокументировано. Там были сотни людей. И эта информация сама по себе представляла большой интерес для иностранных спецслужб. Любых спецслужб, которые работали против Мордора. И вот, помимо всего прочего, значит, когда арестовали разведчиков ГУР, причастных к этому делу, было дано указание Ермаком лично уничтожить всю эту документацию. То есть уничтожить документацию, относящуюся к сведениям о личном составе российских спецслужб. Информацию, которая была получена украинской разведкой в ходе подготовки вот операции против вагнеровцев. Это зачем было уничтожать? Вот в чем вопрос. Откуда я это все узнал? Я в контакте был с некоторыми представителями из команды Червинского, которые вышли на меня, и они были обеспокоены вот тем, что дал нам указание уничтожить всю относящуюся к этому делу информацию. Написали Ермаком, все это я имею в письменном виде, и попросили передать здесь по назначению, чтобы информация не исчезла.
что я по их просьбе и сделал. То есть вся эта информация здесь, в Вашингтоне, она в распоряжении соответствующих служб. И уже по этой информации, которой было дано указание уничтожить, понятно, что люди, которые в руководстве Украины завалили эту операцию, они враги, потому что они скрыли или попытались скрыть информацию о личном составе спецслужб Российской Федерации. Кто такой Ермак, здесь знают люди, которые занимаются так или иначе Украиной. То есть не поможет никакие лоббистские организации, не помогут никакие попытки, значит, превратить его в крупного политического деятеля современности, не помогут широкомасштабные и никому не нужные, по большому счету, пышные такие церемонии, как вот намечающееся проведение форума в Швейцарии, а до этого другие, это все пустое абсолютно. То есть судьба Украины, мир, в том, как он будет выглядеть, он сейчас решается на поле боя, а это все, ну, помимо цели создать за деньги Украины политический капитал Ермаку, и, ну, там еще другие дела есть, потому что как только вот команда из ОПы куда-то выезжает за границу, там же открывается и счет, банковский счет, куда поступают деньги, большие деньги. Ну, в общем, понимаете, что с этим всем связано. Так вот, значит, кто такой Ермак, прекрасно все знают и понимают, но война есть. Главное, надо выиграть эту войну. Ну, скажу так, до увольнения Залужного вопрос решался, было проще, потому что Залужный, он держал в секрете всю ту информацию важнейшую, которая касалась планов ВСУ. Вот для того, чтобы закрыть эту брешь, так сказать, чтобы избавиться, чтобы вся информация сосредотачивалась на Ермаке, и был, кстати, уволен Залужный. Это была одна из целей. Сейчас ситуация сложнее. Ну, видимо, для этого и, как я вам говорил, приезжают несколько дополнительных старших офицеров Пентагона в Киев для того, чтобы наблюдать за предстоящими военными операциями. То есть головная боль, помимо всего прочего, состоит не только в том, чтобы бороться с врагом, но как бы так поставить под контроль, что в Украине делается вот в этом плане. Очень большая обеспокоенность. Вопрос висит буквально в воздухе. Если будет замечено некоторые телодвижения, вот, похожие на то, что было совершено в ходе Вагнергейта, то есть если будет происходить утечка из Киева, прежде всего военной информации о предстоящих оперативных, там, технических там, планах, любых планах, касающихся деятельности ВСУ, то это может очень повлиять на ход американской военной помощи. Ну, в целом, значит, это первая причина того дела, которое затеяли против Червинского, Вагнергейт. Вторая – это то, что в ходе судебного слушания он заявил о том, что считает Ермака агентом российских спецслужб. Он изложил свое видение, свои аргументы. Я всячески, то есть я практически полностью согласен с тем, что он сказал. Знаю даже больше. Вот, поэтому это, конечно, позор. Это разоблачает организаторов этого позорного судилища над Червинским. Я думаю, что американские власти должны предпринять необходимые меры для того, чтобы он остался жив, скажем так, чтобы с ним не случилось самое страшное в этих застенках за решеткой. Ну, а после победы поговорим. Я думаю, что все должно быть поставлено на свои места. Герои должны быть героями, а враги, предатели и иностранные агенты должны быть таковыми. По крайней мере, я вам скажу так. Там агент всегда предпринимает меры, чтобы скрыть свою вражескую агентурную работу. Но агенты иногда начинают заниматься широкомасштабными имущественными финансовыми махинациями, в ходе которых
растрачивается, уводится налево, ну, производится кража огромных средств американской военной помощи. Так вот, это прощено никогда не будет. И это легче доказать, легче это обнаружить. Работа по этому поводу ведется. Американцы никогда не простят воровства средств американских налогоплательщиков. Но главное сейчас – это победа. Роману Червинскому держаться. Я, потому что мне пишут, понимаю, что народ его всецело поддерживает. Ну, а тем, кто принимает участие в судилище над ним, судьев, я имею в виду, других лиц, я рекомендую быть очень осторожным, потому что главные, которые дают указания, они попытаются отмазаться деньгами от этого, попытаются куда-то смотаться за границу после победы, но не всем это удастся. Ну, а теперь переходим к главному. И у меня есть целый перечень вопросов, связанных с недавним утвержденным и подписанным Байденом законом о помощи Украине, на котором я хотел бы остановиться. Первое. РЕПО, то есть конфискация, арест активов Российской Федерации, сердцевину которого составляют средства Национального банка России, которые до этого были заморожены, и наша петиция. Вы помните, кто ее читал и кто ее подписывал. Таких оказалось, спасибо вам, большое количество. Так вот, мы там выдвинули 3 фактически рекомендации. Первое – это арест, то есть переведение этих средств из числа или с категории замороженных в категорию арестованных. Дальше, что очень важно, не передача напрямую этих средств чиновному люду в Киеве для дальнейшего разграбления, а создание международного механизма, который транспарентно, под контролем будет добиваться или работать над тем, чтобы эти деньги поступили к конечному потребителю в Украине, в том числе гражданам. Итак, значит, создание международного органа, транспарентность, контроль, и мы выдвинули еще один очень важный момент, который не обсуждался, кроме нас, нигде практически, во всяком случае публично. Мы просили, чтобы эти деньги можно было использовать не только на восстановление Украины после победы, а и для военной помощи. Ну вот, все это зафиксировано в этом законе, который подписал Байден. Я не могу утверждать, что наша петиция сыграла решающую роль, но все те положения, которые отражены были в нашей петиции, а самое главное, то, что никто, кроме нас, практически не обсуждал, насколько я знаю, может, там поступали негласно аналогичные петиции или другие рекомендации, но мы это сделали публично. Это использование этих средств на военные цели. Дальше. Раша уже пригрозила, что подаст в суд и оспорит это решение. Ну, в добрый путь, в добрый час. Я считаю, что главная цель и значение вот этого закона, в частности, относящегося к РЕПО, это пример Европе. И то давление, которое теперь Соединенные Штаты смогут оказывать на Европу. Вы знаете, что Европа приняла решение использовать только проценты, которые будут получаться от капитализации примерно 190 миллиардов, которые заморожены на счетах в Бельгии, в ряде других государств Европы. Но и они боялись судебных исков, они боялись, как это повлияет на стабильность евро. Так вот, Соединенные Штаты своим примером показали, что надо это делать. Они будут участвовать в этих и показать своим примером, как они будут участвовать в этих разбирательствах судебных. Короче говоря, теперь американцы будут оказывать давление на европейцев, чтобы они все 100 своих 90 миллиардов также взяли и передали в полном количестве, в полном, как сказать, составе Украине по той процедуре, о которой мы с вами говорили. Ну, а если там уж пойдет суды там и так далее, Раша грозится обратить свое внимание и репрессии на американскую собственность на территории Российской Федерации, я думаю, ей нужно очень подумать
Я думаю, что горячие головы в Москве и в Кремле все-таки подумают, потому что, ну, Балтийское море превращено фактически во внутреннее озеро НАТО. С Черным морем примерно то же самое. А это вот два водных пути, откуда выходит львиная доля танкеров или российской нефти и нефтепродуктов на международные рынки. Даже не международные рынки, а на тайные серые рынки. Так вот, значит, одна из ответных мер – это корабли НАТО, которые будут все эти серые танкеры, это в основном серые танкеры, которые плохо задокументированы, которые то ли совсем без соответствующих документов, то ли с кривыми документами. Значит, вот сейчас бороздят просторы Мирового океана. Но я думаю, что вот все они, весь серый флот российский, нефтяной, он прекратит свое существование. В том случае, если Россия пойдет вот на конфронтацию с арестом американской и другой западной помощи. Следующий момент, о котором я хотел бы остановиться. Принятие этого закона произвело шоковый эффект в Москве. Настолько шоковый, что уже какой день они еще не могут определиться со своей позицией. То есть они настолько уверены были, что их пятая колонна, путинская партия в Вашингтоне все-таки завалит этот законопроект. Они верили в это до последнего, до такого, что вот эти 112, которые проголосовали в Палате представителей против республиканцев, они теперь называются на соловьиных пометах в Москве здравомыслящими силами в американском политикуме. То есть они открыто говорят, что теперь вот эти 112 – это их люди. Но не справились. А в Вашингтоне есть списки, 112, понятно, они всем известны. Там мало кто из республиканцев Палаты представителей проголосовал за этот законопроект. А что касается Сената, то сейчас список 10 республиканцев-сенаторов, которые составляют путинский кокус или путинскую фракцию в Сенате Соединенных Штатов Америки. Я как-нибудь его разверну, чтобы вы, особенно те зрители из Соединенных Штатов, которые живут в соответствующих штатах, чтобы они имели в виду этот список, когда они пойдут в ноябре голосовать за того или иного сенатора. Ну так вот, то есть это траур, это шоковая ситуация, и они, в общем-то, по большому счету не знают, что делать. Ну и отражением этого является полный сумбур в тех высказываниях, тезисов, которые они теперь изрекают. Я смотрю, даже у меня в большом количестве кремлевские тролли, которые несут явную чушь. Под явной чушью я имею в виду ту, которая легко опровергается, даже не напрягаясь. Один, например, пишет, что это хорошо, мы так боялись, что будет принят план Трампа, то есть ленд-лиз для Украины. Они боялись. А на самом деле какая-то фигня, малюсенькая помощь Байдена. Мы теперь успокоились. Могло бы быть и хуже. Ну что тут сказать? То есть Трамп никакой помощи не предлагал. Не то что ленд-лиза, вообще никакой помощи. Более того, генерал Ходжес, я даже прокомментирую последствия, его высказывания. Он сказал, что Трамп был категорически вот этого пакета помощи. Категорически. А он прошел, и некоторые из его сторонников проголосовали за него исключительно из-за того бардака, который возник среди республиканцев и в Палате представителей, и в Сенате. Кстати, о Ходжесе, уже закончил с этой темой. Я вам рассказывал в одном из предыдущих видео, что согласно вот этому закону Соединенные Штаты намерены поставить Украине 1000, вот была названа такая цифра, 1000 атакамс дальностью 300 километров. Ну и некоторые из моих зрителей выразили удивление, боже, откуда такое количество, где же его взять, это ж такие деньги, помощи не хватит. Некоторые усомнились в том, что это действительно 1000. Значит, я сделаю ссылку вот к этому видео, сделаю ссылку на соответствующее интервью генерала Ходжеса, которое он дал какому-то британскому телеканалу. И там послушайте, я дам даже минуту, вот, где об этом идет речь, со ссылкой на председателя
Сенатского комитета по разведке, сенатора из штата Вирджиния Уорнера Ходжес сказал, что будет поставлено 1000 атакамс в течение какого-то времени. Количество времени, то есть вот временные рамки этих поставок названы не были. То есть мы из этого исходим. 1000. Никто этого не опровергал. Ну и предположить, что Ходжес мог извратить то, что ему сказал сенатор Уорнер, я просто не могу. Нету ни смысла, ни резона. Ну так вот, значит, что теперь получается? Как орки это все воспринимают? И главные пропагандисты, которые получают или должны получать указания из Кремля. У них траур. То есть они теперь утверждают, что произошел коренной переворот. Последние недели они, оказывается, посылали сигналы Украине и западному миру, американцам прежде всего, о том, что они готовы на хороших, на переговоры и на мир с Украиной на хороших для Украины условиях. Вы представляете? Вы слышали об этих сигналах, этих условиях? То есть считается, что хорошие в том смысле, что дальше будут хуже, якобы. Ну и Америка взяла и плюнула им в лицо. До этого, они сейчас говорят, Америка была в состоянии как-то так, вот, то ли гибридной войны, то ли опосредственной войны через своего прокси, то есть Украину, а теперь она входит в прямое боестолкновение с Рашей. Но это чушь, конечно, полная, потому что те же люди на тех же соловьиных пометах уже как минимум 1,5 года рассказывают, что они воюют со всем Западом, с НАТО, с Соединенными Штатами Америки. А теперь, оказывается, война для них начинается только сейчас. И что же делать в этой ситуации? Ну, первое, это очень главное, это очень важно. То есть они уже не грозятся страшными ядерными ударами по столицам европейских государств, не говоря уже о Соединенных Штатах Америки. Они теперь собираются принять закон, потому что, в отличие от американцев, которые действуют не по американским законам, какая забота американским законам, оказывается, в Москве, когда американцы, значит, сначала тайно поставляют атакам с Украине, а потом, значит, задним числом все это оправдывают соответствующими законами. Раша должна сделать, как всегда, правильно. Она должна принять закон, объявить Америку своей, то есть официально воюющей стороной с Россией. Ну и дальше. Дальше военно-транспортные самолеты американские с оружием для Украины, которые, кстати сказать, сейчас летят. Мост сейчас работает в полную силу между США и Европой, где в срочном порядке перебрасываются все необходимые виды вооружений в рамках вот этого первого пакета помощи. Пока, значит, они находятся в воздухе, вот-вот должен был быть анонсирован новый пакет. Возможно, в пятницу будет анонсирован пакет стоимостью в $6 миллиардов, где будет оружие заложено на более длительную перспективу. Британцы тоже анонсировали крупнейший за последнее время пакет помощи размером где-то в $660 миллиардов. Так вот, значит, Russians якобы собирается по ним стрелять. Во-вторых, посольство Соединенных Штатов в Киеве, ну, посольство, это же дипломатическое представительство, оно не может являться объектом ударов для орков. Но вот, как они говорят, подвалы этого посольства, это, извините, это законный объект для поражения. Как они собираются поражать подвал без поражения самого здания, это вопрос. Посол, тоже у них тут дифференциация происходит. Посол – это священное дипломатическое лицо, имеющее дипломатический статус. А вот военно-морские атташе – это военные вражеской страны. То есть собирается и на них нападать. Ну вот пока вот идут такие идиотские мечтания. И, кстати, говорят, это мы
мы должны, мы обязаны это сделать. Почему? Потому что совершилось ужасное для нас, для гордости орковской. Пока мы предлагали, протягивали пальмовую ветвь, предлагали вот на хороших условиях мир Украине, нам плюнули в лицо. Почему? Потому что нас считали дебилами. Вот тут я всячески поддерживаю этих представителей соловьиных пометов, потому что действительно так. Они путаются в своих дебильных конструкциях, которые описывают или пытаются как-то замаскировать реальную ситуацию. И если мы теперь не отыграем, если мы за это типа по-нашему, по-орковски, там, стреляя по самолетам или по подвалам американского посольства, если мы на это не ответим, они еще больше будут считать нас дебилами. Конечно, будут, потому что, ну, что есть, то есть. От этого никуда не денешься. Не может быть не дебилом страна, которой руководит окурок или бледная моль. И это понятно, потому что когда на тех же соловьиных пометах вместо пропагандистов начинают говорить эксперты, рашинские, там есть эксперты, то картина получается совсем другая. За последнюю неделю один из их военных экспертов говорит, что по всей линии фронта в Украине активность ВСУ, активность действий ВСУ возросла на 17%. В то же время активность орков упала на 24%. И это пока еще даже помощь не дошла, основной поток помощи. Хотя, как вы знаете, значит, американцы теперь рассказали, что партию «Атакамс» в составе около 100 ракет они, значит, сделали еще в марте месяце. Кстати, я вам тогда об этом и рассказал, что они поставлены. Но поскольку это нигде не публиковалось, мне многие писали, а где же эти ракеты, покажите эти ракеты. Ну, видите, ребята, как получается. Мы узнаем раньше, это не первый раз. Так же было и в сентябре прошлого года, когда я вам рассказал о поставке атакам с предыдущей секретной партии. Тогда она была секретная, в августе месяце. Я вам рассказал за 2 недели до того, как Байден сказал об этом Зеленскому. Вот, то есть наши источники работают лучше, чем источники других газет Соединенных Штатов, в частности, Нью-Йорк Таймс. Так вот, значит, что теперь получается? Ракеты «Атакамс» есть, теперь будут их около 1000, мы дальше разберем, во что это обойдется, возможно ли это в финансовом плане или нет, то есть обойдется, все будет нормально в этом плане. Что теперь получается? Значит, если орки задумали какие-то страшные действия против американцев, натовцев, против украинцев в связи с теми, значит, планами, которые они предполагают сейчас ВСУ начнут осуществлять, то есть соответствующие планы или возможности для ответных действий. Вот я вам скажу так, по большому счету, я к этому не призываю пока, но по большому счету, что произошло вот буквально за последнее время? Украина приобрела грязную атомную бомбу, приобрела оружие судного дня. Я имею в виду и эти ракеты «Атакамс», а также другие ракеты, о которых я вам рассказывал, о которых пока еще не говорят, вернее как, они сами за себя заявят, о себе заявят на полях сражений, но дальность их больше, чем ракет «Атакамс». Ну и я имею в виду наличие объекта под названием Воронеж-45 в Воронежской области. Извините. Кто не помнит, напомню. Помните, когда Пригожин совершал марш-бросок из Ростовской области в Москву во время своего мятежа? Там возникла такая кризисная ситуация в Кремле, когда его отряд двигался по Воронежской области и оказался неподалеку от объекта Воронеж-45. Это тот объект, на котором, как предполагается, хранятся российские ядерные тактические боезаряды. И тогда, значит, был буквально оцепенение и ужас, и трепет в Кремле, что вот сейчас Пригожин повернет то ли направо, то ли налево, захватит эти боеголовки, и все. И тогда все. Ну, Пригожин это не сделал, для него это плохо закончилось. Но вот теперь этот Воронеж-45 находится в зоне поражения украинских ракет.
И вот вам и ядерная бомба, грязная, грязная, оружие судного дня. То есть я не призываю, конечно, завтра применить эту или использовать эту ядерную бомбу. Но вот есть оружие судного дня. Как предполагается, у Израиля есть атомная бомба. И как об этом говорят, в осенью 1973 года была на полях сражения такая ситуация, что казалось, поражение Израиля неминуемо. Там шла танковая битва соответствующая. В случае прорыва танковых колонн Египта и Сирии мог быть захвачен Тель-Авив. И все тогда, конец Израиля. И Голда Меир дала указание подготовить, Моше Даяну дала указание подготовиться к применению вот этого оружия судного дня, то есть атомную бомбу. Они, израильтяне, не собирались сдаваться, они не собирались сдавать свою страну, они ставили вопрос так, как после об этом заявили орки. Если не будет Израиля, то тогда не будет и его врагов. А вот в нынешней ситуации, в ходе полномасштабной российской агрессии против Украины, вы, наверное, слышали, были заявления, они исходили из самого Кремля, от бледной моли, что, типа, когда он пугал ядерным оружием, типа, зачем нам мир, если там не будет России? И он объяснял, вот почему Россия применит ядерное оружие, если будет поставлено на карту ее существования. Но теперь так по большому счету и Украина могла бы без крику, без шуму, только это не должен делать Буданов. Это как-то так должно, скорее всего, быть доведено по дипломатическим, по военным каналам. Вот аналогичная мысль. Зачем нам существующая Раша, если рядом не будет Украины? Вот так, наверное, можно было бы и поставить вопрос. На этом, дорогие друзья, позвольте закончить первую часть этого видео. Материала, как видите, много. Я хочу изложить его таким образом, чтобы у вас потом возникало как можно меньше вопросов. Поэтому надолго не прощаюсь. Эту же тему продолжу в следующем видео. До скорой встречи.